Цена за предательство. И ее бумеранг. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Ну и, конечно же, в самом конце, для самых стойких, кто досмотрит видео до конца, будет маленький приятный бонус. Итак, погнали, мальчишки! Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ну и, конечно же, для записи на личный расклад телефон под видео. Вы знаете, вот вас энергия переполняет, а вы такой человечек, вот зажигалка. Вот во всех смыслах этого слова. Помимо того, что вам могут даже окружающие говорить, что ну откуда ты берешь столько энергии, да? Ты фигара тут, фигара там, вы можете 10 дел одновременно делать, вы бежите, летите, спешите. Ну, то есть вы порой сами можете диву даваться, да, откуда у вас берется столько энергии. Это еще говорит о том, что вы довольно неплохой любовник, то есть вы бурный, страстный такой любовник, да, вы не будете лежать бревном и говорить женщине, ну, меня не буди, да, делай, что хочешь там с моим бобиком, пусть веселится как хочет, но меня не буди. Это точно не про вас, мальчишки. Напишите, мои хорошие, давайте сделаем снова маленький такой опросик. Напишите, вот у вас реально, да, вот вы чувствуете по себе, да, что вот силы переполняют, вот есть еще порох в пороховницах, вот напишите. Если нету, то так и пишите, там силы, может быть, иссякают, кто-то напишет, не хочется ничего делать, но это немножко другое даже, это про желание, вот именно про вашу энергию, то, что вы чувствуете. Напишите, полны вы сил еще или же так уже не очень. Потому что бывает человеку и 80 лет, да, а ну, энергии хоть отбавляй. Может быть, даже у 30-летних будет меньше энергии, чем у более старших мужчин. В вашей жизни был период, когда круто поменялась ваша судьба вообще, да? Мы давайте будем... Ну, здесь даже не обсуждается. Это были такие перемены через боль. Это вынужденные перемены. Вы ушли любя. Вы почему испытали такую боль в своей жизни? Да? Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то сейчас, может быть, совсем недавно. Потому что вы должны были отказаться от женщины, которую любили. Это если коротко, да, я не хочу бередить, просто был такой момент в вашей жизни. Из-за этого кто-то из вас, конечно же, с рюмочкой немножечко пообнимался, был такой момент, но не потому, что вы такой вот человечек, который имеет пагубные привычки, совсем нет. Это была такая, может быть, отдушина, да, кто-то, может быть, сейчас проходит такой непростой период, поэтому иногда можете с бутылочкой, с рюмочкой пообниматься, но опять же, ребят, это не решает никакую проблему, правда? От себя не убежишь и проблему не решишь. Поэтому, ну, вы по своей природе вообще сильный человек. Вам нужно немножечко поработать над собой, да, понимаю, это сложно, да, это проблемно. Но, тем не менее, у вас все получится. И у многих из вас уже получилось, да, ребят? Вот я думаю, ну, можете даже написать, вот кто прошел уже реально эту трансформацию, эти проблемы. Вы человек, который всегда знает, чего хочет. Вот вы не будете, да, сегодня хочу пирожное, завтра хочу мороженое, как некоторые девочки, особенно блондиночки, да, почему-то вот блондинки, ну, это такой особый разряд женщин. Вы всегда четенько знаете, да, идете к своей цели, вы не будете быстро отказываться от задуманного, да, вот даже если какие бы сложности не были, вы будете по максимуму, да, подключать все свои ресурсы, вы будете подключать, даже если нужно там каких-то знакомых, да, если нужна помощь чья-то, но вы четко, если вы задумали что-то, вы не остановитесь.
Вы не относитесь к мужчинам, ну, я их обычно сею-вею называю. То есть это несерьезные мужчины, но таковые тоже есть в жизни, да, потому что, ну, и женщины, и мужчины, в принципе, есть разные. И это ни для кого не секрет. Поскольку вы у нас товарищ такой серьезный, и я смотрю по сигнификации, это очень четенько у нас проходит из расклада в расклад, да, потому что многие меня смотрят постоянно, за что вам спасибочки большое. Вот. Ну, то, что вы в душе молодой, либо же душой молодой, да, вот как правильно сказать, это тоже однозначно. И даже если вам там 50 плюс, 60 плюс, может быть еще больше, но в душе вы молоды. Знаете, вот вам хочется, помимо того, что вы живчик, но вам не хватает вот именно таких чувственных, вам не хватает плотских страстей, а вам не хватает любимой женщины, ну по-настоящему любимой. И, ну, вы все-таки не теряете надежду. Вы не теряете надежду, вы смотрите с надеждой вперед, что все-таки судьба злодейка, да, авось да подкинет вам женщину. Это уже хорошо, да, что вы не раскисаете, все равно вы надеетесь, да. И вообще вы такой позитивный человечек. Очень-очень позитивный. Так, еще в двух словах давайте посмотрим. Ну, то, что вы сильный во всех, посмотрите, да, вы сильный во всех смыслах этого слова. Как бы вас ни испытывала судьба, единственная ваша слабость по жизни – это женщины. Вот напишите, ребят, это так или нет. Вот рядом с женщиной вы можете давать слабинку, да, просто потому что влюбляетесь. Так было раньше, может быть, у кого-то сейчас, да, вот потому что это общий расклад. Поэтому мы переворачиваем под себя, да, информацию. Вот ваша слабинка – это женщина. Вот вы если любите, но это все, это капец. Это не слушаю никого, да, даже если вам знакомые, там, друзья, приятели, родственники говорят, да посмотри, с кем ты связываешься, да она такая-сякая. Нет, розовые очки, люблю, не могу, кружу, да, забиваю на себя, а потом это все расхлебываю, потому что женщины, как правило, по жизни, ну, пользуются, да, ребят, это неприятно, может быть, осознавать, но вы это, в принципе, сами понимаете, я просто озвучиваю. Поэтому вот ваша такая основная жизненная проблема, ваша основная такая слабость – это женщины, это отношения с женщинами. И порой вы даже можете задаваться вопросом, ну, елки-палки, ну, почему так? Я же все для нее. Я ее любил, кружил, там хороший любовник был, ну, то есть все, что мог, я для нее делал. Почему она так со мной поступила? Вот напишите, ребят, я думаю, 99% из вас думают так. Ну что, погнали, какую же цену она получит, да? Цена за предательство. Ее бумеранг. Какая женщина пришла к нам сегодня на расклад? Ну, женщина, с которой, да, у вас закончились отношения, мои дорогие. Ну вот смотрите, я обожаю эту колоду, да, помимо того, что она очень красивая, но она еще и очень говорящая. Вот настолько она говорящая, что я просто не могу передать. Смотрите, вот вышла ваша императрица, которая была для вас, да, вот эта женщина, была для вас центром вселенной. Это была либо ваша жена, мать ваших детей, либо же вы планировали, да, что она станет вашей женой, матерью детей. Возможно, у вас длительные отношения были, но до свадьбы, допустим, не дошло. Но, тем не менее, в любом случае, вы рядом с ней чувствовали себя, ну настолько классно, потому что вы любили. Напишите, ребят, было такое у вас или нет. Она была для вас, ну реально, это звезда, центр вселенной, как угодно называйте. Да, она, в общем-то, этого заслуживает. Я не могу сказать, что это какая-то замухрышка была. Она, в общем-то, и сейчас может оставаться довольно привлекательной женщиной, с фигурой, с внешностью, да. Она умная, она знает себе цену, и я вам скажу, что потому она себя таки вела,
Потому что она, в общем-то, и в зеркало смотрится, она знает себе цену. Плюс вы ее залюбили, закружили, плюс комплименты всех окружающих, да, вот эта вся похвала. Ну и так потихонечку, полигонечку ее все избаловали. Конечно же, там самооценочка зашкаливает. Но вы готовы были, ребят, ради нее, ну прям, ну чуть ли не с драконом драться, да, если этого нужно было. Боже, как вы впахивали, как вы старались для нее все делать, елки-палки. А в ответ вы получили вранье, предательство и дикую боль. Это если коротко, да? Ну, давайте разбираться все-таки, какой же бумеранг она получит. Это распрекрасная красотка. Боже, как она любит деньги. Как же она любит деньги. Знаете, вот ей с молодых ногтей, похоже, вот она как губка впитывала, да, это еще могло идти от матери, да, там может быть бабушка, тетя, ну то есть это скорее близкие люди, которые с детства ей рассказывали, что мужчина должен быть обеспеченным, мужчина должен любой твой каприз выполнять, мужчина должен, да, так и хочется сказать, кому должна, я всем прощаю, да. Она с детства очень любит деньги, все материальное. Она с детства впитала то, что мужчина богатый, да, ну, по крайней мере, перспективный. Если попадается такой мужчина, да, его можно любить, как бы, да, потому что он же богатый. Можно включить актрису, и ты его сразу так любишь, да? То есть, смотрите, ее с детства приучали быть хорошей актрисой. Она с вами такой же была. Но дело в том, что вот сейчас, когда она осталась без вас, ей доить некого. Вот некого. Она это начинает понимать. Она только сейчас начинает понимать, что, в общем-то, наверное, вы единственный в ее жизни, кто ее так сильно любил и кто так сильно кружил и баловал. Все остальные, вот эти вот жезлики, как угодно их называйте, да, они по большей части относятся к ней как к женщине для развлечения. Даже если вы мне скажете, что вот она там живет с кем-то, да, ну поскольку у нас общий расклад, я в любом случае, я не вижу здесь любви какой-то. Я не вижу вообще таких теплых, близких отношений. Здесь, даже если у кого-то из вас проиграется, что она, ну, реально живет с мужчиной, там замуж вышла, смотрите, она довольно неплохая любовница, да, вы это знаете тоже. Ну, когда хочет, она умеет это делать. Другое дело, когда ей не хотелось уже в последнее время, то да, в позе спящая красавица она могла за себя полежать. А так, в принципе, она зажигать умеет, и вы это знаете. Поэтому здесь мужчина, даже если она с кем-то живет, я подчеркиваю, здесь мужчина клюнул на внешность, на фигуру, может быть, либо же на ее такое вот искусство интима, да. Она для него как какая-то атрибутика, да, я не знаю, предмет красивый, вот, ну, как красивый шкаф, красивый диван, ею можно гордиться, да, просто не стыдно в свет выйти, вот чисто на внешность. Она же клюнула на деньги. Даже если у этого мужчины нет больших денег, она вот опять же на перспективу рассчитывает, что вот он раскрутится, у него есть потенциал, потому что просто так она ни с кем не живет. У вас была особая выгода, да, вот когда она с вами жила, то если у кого из вас проигрывается, да, что ваша бывшая с кем-то живет, можете даже не сомневаться, любви, счастья там нет. А те же ваши бывшие, которые свободны, ну, повторюсь, ее здесь просто, ну, как красивую атрибутику используют, да, она это поймет, вернее, она уже начинает понимать, что ее, ну, чисто поматросят и бросят. Вот в таких она отношениях. Была, есть и будет. Я не вижу, чтобы у нее появился мужчина, который по-настоящему полюбит ее, а она его.
Она начинает даже все больше ну, так, замысливаться, что ли, о своей жизни, о том, как она живет, такой самоанализ идет. Ну, но здесь толку, конечно же. Она-то ведь не поменяется. Человек так по щелчку не может поменяться. Она начинает осознавать, что она натворила в своей жизни. Она немножко даже сожалеет. Но, тем не менее, менять ничего не будет. У нее даже тупик какой-то. Вот у нее своего рода тупик. Она не знает, как двигаться дальше. Да, вот с кем она будет. Ее начинает пугать одиночество. Потому что одно дело, когда ты красивая, молодая, да, но тебя могут попользовать, там ты по жезлам можешь попрыгать, но рано или поздно появляются морщинки, целлюлиты и так далее, да, и тебя уже так сильно пользовать не будут, потому что, ну, как бы есть девочки помоложе. Она начинает все больше об этом думать. Но я не скажу, что она сейчас прям находится в депрессии, у нее депресснячок будет попозже. Она все больше будет ностальгировать, все больше будет вспоминать, как когда-то вы были вместе, как когда-то она натворила чудес, да, в кавычках, и сама своими руками все разрушила. Кстати, еще какую-то лепту внесла, может быть, даже в ваш развод какая-то женщина. Она ей нашептывала на ушко всякие гадости про вас. Она ее всячески пыталась настраивать, да, вот она тоже ее подбивала, чтобы она там направо-налево ходила. Эта женщина может быть одинокая, она тоже может быть такая любительница развлечений, ну, гулящая, одним словом. Поэтому она тоже здесь привнесла такую вот свою долю в ваш разрыв. Ваша бывшая, она не будет знать счастья, она не будет знать, что такое, когда тебя любят, да, вот после вас, я имею в виду. Она это будет понимать все больше и больше, она уже, да, начала об этом задумываться, как я сказала, но в дальнейшем у ней будет еще более хреново. Здесь могут даже быть такие депрессивные мысли, могут быть даже у кого-то из ваших бывших, да, поскольку это общий расклад, могут даже мысли еще более тяжелые быть, когда ей захочется уйти к праотцам. Ну, то есть делать она с собой ничего не будет, но мысли такие будут, да, от отчаяния, от одиночества. Она будет, это я так на перспективу вам говорю, она будет думать, что все как бы конец нормальной жизни, да, ничего не получается, все разрушено, все погублено. Назад вы ее не примете, она прекрасно это понимает. Вот единственная отрада, вот у кого есть ребенок, да, вот если у вас бывший, у кого есть ребенок, она может начать жить, ну, чисто ребенком, особенно если ребенок небольшой. Да, в принципе, даже если взрослый уже ребенок, то все равно все мы дети, да, пока живы родители. Вот она как-то углубится, будет ребенком либо детьми жить. Ее личная жизнь постепенно отойдет на задний план. Появятся даже, либо же обострятся какие-то болячки, ну, на нервной почве. По работе здесь могут быть тоже проблемки, либо же сокращения какие-то, либо же могут вообще там прикрыть, может быть, ту организацию, где она работает. Ну, то есть такой жестячок у нее в жизни будет и дальше. Я не вижу счастья, я не вижу любви, я не вижу прям такого богатства, к которому она всю жизнь стремилась. В принципе, она так и останется одна. Ну да, может быть, будут там жезлики проскакивать до поры до времени. А так она останется одна, ну, максимум будет жить ребенком, либо детьми. Поэтому как-то печально, вот сама все разрушила, могла жить, ну, в общем-то, в шоколаде, да? Она могла жить с вами припеваючи. И вы это знаете, вы это понимаете. Если бы она не начудила то, что она сделала, да, вы бы кружили ее и дальше. Вы бы всю жизнь ее кружили, правда, ребят? Напишите в комментариях. Вот такой немножко грустный у нас сегодня расклад был. Ну, давайте для самых стойких, кто досмотрел это видео до конца, давайте посмотрим, какой же совет Таро.
Вам такой совет, смотрите, это скорее касается по работе. Может где-то с кем-то вот по работе нарисоваться очень грандиозный скандал. Причем человечек, который может в лицо вам улыбаться, может такой, ну типа другом быть, приятелем, да, но сам очень лицемерный, очень нехороший. Может быть какая-то, ну типа подставы, да, вот конфликт из-за этого может быть. Поэтому берегите себя, будьте бдительны, осторожны, не влезайте. Про начальство вообще ни с кем нигде не разговаривайте, не обсуждайте. И будет вам счастье. Берегитесь конфликтов, ребят. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!